Всем привет, на связи печной мастер Александр Бушуев. Мы приехали на новый объект, вышли, будем делать транзитную печь. Сегодня у нас 24 сентября, находимся мы в поселке Маранзино, недалеко от Логинова, ну, прям за Логинова. Погода, конечно, вообще капец. Разгрузились, значит, мы поставили кирпич, сейчас там тент натянем. Прицеп не могу открыть, чтобы не намочить там инструмент, все жду, пока непогодь пройдет, так скажем. Ну все, начинаем работать. Так, друзья, показываю объект. Время, мы приехали, это было пол-11 примерно. Ну, термос уезжал в город, там по делам нужно было отлучиться. В общем, тут подготовка, сейчас время пол-шестого. Ну, пол-шестого, ребята. Пол-12, пол-первого, пол-второго, пол-третьего, пол-четвертого, пол-пятого, пол-шестого. 7 часов, блядь! 7 часов у меня ушло на подготовку. Это вообще рекорд трассы какой-то, никогда такого не было. Ладно, покажу, что я сделал за это время. За это время я нарезал досок вот сюда и, соответственно, вот в это место. Да, это ушло часа по 2, наверное, у меня ушло. Потом я настроил свет везде. Видно, да, свет? Настроили мы станок. Все закрыли, подложили там тряпок, шмакок. Что еще сделал? Вот покажу. Я с собой привез все свое оборудование, вообще все полная загрузка у меня была. Не хватило, не взял только лесенку. Лесенка у нас тут вот есть, хозяйская, вон там большая деревянная, 2-й этаж, и на улице тоже. В общем, это у меня цепляется за конек, правильно. 3 трапика, на которых я стою, работаю. Ну и, соответственно, вот эти вот штуки у меня, я на крыше их соединяю, цепляю. В зависимости от длины уклона крыши я добавляю тоже трапики. Так, привез, значит, раствор. 22 ведра. Ящики. Ирбитского молочного комбината. Это. Так, ну здесь мы будем мешать раствор. Закрыли пленкой. Фартук висит, чтобы не усраться. Дальше показываю, что было сделано. Это такой отчет, что было сделано за это время. Я, значит, сделал импровизированную дверь. Давай. Во. Закрылась. И дальше мы с термосом натянули тентяру. Вот она видно. Потому что у нас что-то тут дожди, снега, ураганы, дожди, пистолеты. Ну все, кстати, показываю. Купил болгарочку. Первый мой дорогой мой инструмент. Вот это вот болгарочка. Девольтовская. Никакая не реклама. Хотя могли бы и заплатить. Хотя могли бы, да, и печнику. На самом деле уже у нас уже 8 тысяч подписчиков. Пора нам предлагать свой инструмент. Мы его будем рекламировать, обрабатывать им. Кстати, надо будет идею подкинуть в какой-нибудь магазин. Ладно, все, начинаем класть 4-колпаковую транзитную печь. Приятного просмотра. Пока. Итак, с чего начинается кладка нашей печи? Значит, смотрите, мы берем всегда какую-то базовую стенку и от нее проецируем параллель, переносим и начинаем класть, ну, желательно, самую длинную сторону печи. И уже от нее мы строим прямые углы от этой нашей прямой линии. То есть я за базу возьму ту сторону, от нее построю вот эту длинную 4 кирпича. И уже потом прямые углы сделаю. Итак, на что следует обращать внимание? То есть обязательно мы укладываем гидроизоляцию на фундамент. Когда гидроизоляцию укладываем, всякие камушки, здесь вот есть такие вот неровности, мы их убираем, скалываем, чтобы у нас перепад был минимальный. Дальше смотрите внимательно, как у меня лежат кирпичи. У меня кирпичи лежат 3 целых и 2 половинки, грубо говоря. Почему я так сделал? Да все потому, что если я положил бы все 4 кирпича, то следующий ряд у меня бы швы бы вот эти бы увеличились. Потому что вот этот размер у кирпича, он не будет, 2 вот таких размера не будут как бы равны одному с таким же тоненьким швом. Поэтому это всегда нужно лежать в голове. Я это называю обратная кратность. Поэтому всегда вот этот момент держите в своей голове. И если вы кладете целых кирпичей, то нужно делать подрезку. Нужно учитывать, разложить насухо, померить вот этот размер, сколько получается, и потом уже отрезать и класть. Я кладу всегда, стараюсь вот с такого ряда начинать.
И еще такой момент, что в разных партиях кирпич может быть разный. На прошлом объекте у нас мы начали, благо, с маленького кирпича, хотя все было с одной партии. Второй поддон оказался на 2,5 миллиметра, да? Длиннее. Пришлось подрезку делать. Ну все, сейчас, значит, я беру, строю, примерно выставляю. Обязательно делаю горизонтальную плоскость. А вторым уже рядом, который уже будет выходить из-под пола, я буду уже делать диагональку равнять. Так, смотрите, что получается. Там у меня размер. Давайте я вам сейчас вот как бы не буду прям камеру снимать, чтобы со штатива, блин, со штатива. Геморройно это все. Я меряю здесь размер и честно говорю, сколько он. В общем, он 99 и 8,5, 85. Здесь он 99. Полмиллиметра разница. Вот. И что получается? Что кирпич не влазит, видите? Не хватает. 2 шва. Вот, я произвожу разметку этого самого кирпича. Видно, да? Угу. И вырезаю его. Теперь я произвожу контроль диагональки. Допускается до 5 миллиметров. Я, конечно, уже померил. Ну, напомню, что это у меня еще уровень под полом. Я его уже вывел. То есть получается 132,6. Здесь получается 132,4. То есть у меня получилась разница 2 миллиметра. Я даже ничего корректировать не буду. Меня это вполне устроит. Заказчика тем более. Все, режу, сюда кладу и начинаю закладывать кирпич внутрь. Всегда внутрь я кладу от углов. Сначала кладу этот, потом этот. По аналогии эти два угла, а потом уже периметр. Прижимаю потихоньку к внешнему кирпичу. И потом только уже внутрь. Раствора минимум, чтобы не было давления бокового, чтобы нашу кладку не сдвинуло, потому что у нас кладка идет на гидроизоляцию. У нее нету сильной адгезии к бетону, к основанию. И он легко кирпич скользит. Поэтому тут очень нужно деликатно, тонко работать первый ряд. Итак, ребятки, положил я второй ряд, ну, третий, можно сказать, не считаясь с нулевым. Время уже, наверное, часов 9 вечера. Вообще, первый раз, конечно, я так мало сделал в первый день. Ну да ладно. Закрепили, значит, на успех первого ряда. Геометрия, все у меня в идеале, все мне понравилось. Я всегда, когда люди начинают гнать, когда баксы в глазах горят, начинают что-то упускать, какие-то моменты. И я тоже такой же, бывает, загонюсь. Поэтому там, где прочесанные отверстия, я всегда ставлю такие вот крестики. Обратимся к нашей схеме. Вот такие вот я проекты рисую на заказ людям. Обращайтесь. Нарисую на коленке за 2 минуты времени. То есть это система движения газа в колпаки. Вот это вот кругляшками я обозначил вьюшки, задвижки. Это вот так вот у меня дверки прочесанные обозначены в ключевых местах. Ну, вместо дверок я ставлю прочесанные, ну, закладные. Так что вот. Сколько у нас? Давайте посмотрим, какая температура у нас нынче. Десяточка. На улице где-то 4 градуса сегодня. Сейчас уже она может и опуститься к нулю. Минус, скорее всего, даже будет. Термос работает. Давай, снимай быстрее. Быстрее. Ладно, хорошо. Давай. Все, можешь шлифовать. Третий ряд. Устанавливаем прочесную дверку. Устанавливаем в смысле прочесную и поддувало. Господи. Итак, я положил вот такой чудо-материальчик. Слой миллиметров 7. Здесь я серединку отметил. В общем, грубо говоря, от этого кирпича 6 сантиметров. Я от этого 6 отступил. Так. Такие вот рисочки поставил. Раз, два. Раз, два. Фильм, помню, был такой. С Джерард Батлер. Раз, два у него погремуха была. Не смотрел? Раз, два. Нет? Нет, что там не говоришь? Не смотрел фильм такой? С Джерардом Батлером. У него погремуха была раз, два. Нет. Ты знаешь, что такое Джерард Батлер? Нет. Ладно. Скажи потерянное поколение. Да нет. Итак, значит, я вот таким вот образом я по вертикали отбиваю. И фиксирую свой успех еще одним кирпичом. И контроль делаю. Все хорошо. Потом вот сюда зажимаю, эти низинки подгибаю.
радиус. Ну, вот так примерно. Корректировать. Обязательно надо звук плоскостей мерить, потому что литье может быть кривое. Вот здесь, кстати, вот оно как раз и есть кривое. Немножко литье. Ну и все, после корректировок еще вертикаль контроль берем. Немножко ушло, корректируем. Ну хорошо. Кто-то делает специально туда заваливает, но да и кладку тоже заваливает, чтобы для того, чтобы дверка закрывалась. Я всегда в уровень делаю, не знаю. Делайте как вам, как ваше душе угодно. Значит, эти кирпичи должны иметь зазор минимальный 5 мм до железа. То есть обязательно оставляем зазор и заполняем его кровиночкой.